Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного и познавательного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. В 2032 году мир окажется на пороге исторического поворотного момента – астероид 2024. УГВА Р4 диаметром около 60 метров может столкнуться с Луной. Вероятность этого события составляет 4%. Кажется, что угроза невелика. Но в масштабах космоса даже маловероятные события могут иметь катастрофические последствия. Особенности этой ситуации заставляют человечество задуматься о том, как оно готово к подобным угрозам и какие шаги должны быть предприняты для обеспечения безопасности. Астероиды всегда были объектами интереса как для научного сообщества, так и для общественности. Их изучение начинается с первых космических экспедиций, когда ученые искали не только информацию о Солнечной системе, но и потенциальные ресурсы. Однако угроза, которую они могут представлять, стала более актуальной в последние годы, особенно с учетом достижений в области наблюдений и анализа. Астероид 2024 УГВА Р4 – это единичный случай, который может повлиять на будущее человечества, и специалисты по астрофизике внимательно следят за его траекторией. Изначально эксперты опасались, что 2024 УГВА Р4 может оказать влияние на Землю. Но новые данные показали, что реальная траектория проходит намного ближе к Луне. Это изменение фокуса привело к новым исследованиям и научным дебатам о том, как действовать в данной ситуации. Удар по Луне – это не просто физическое столкновение, но и потенциально разрушительное событие с далеко идущими последствиями. Специалисты НАСА, зная о возможной угрозе, погружаются в многоуровневый анализ ситуации. Астрофизик Брайс Луве активно обсуждает возможности активации планетарной обороны как шанс для новых разработок в области управления угрозами из космоса. Каждое новое открытие помогает лучше понять, как вести научные исследования и применять имеющиеся технологии. Расчеты показывают, что даже если вероятность столкновения успеха невелика, наличие угрозы требует активного вмешательства. Основная проблема заключается в том, чтобы понять, каким образом столкновение повлияет на Луну и в конечном итоге на Землю. Хотя прямое воздействие будет направлено на Луну, вторичные эффекты могут затронуть нашу планету, включая разрушение системы спутников, нарушая многопрофильные связи, астрономические наблюдения и навигацию. Астероиды могут стать как угрозой, так и источником ценного ресурса. В последние годы к этим объектам в космосе начало проявляться повышенное внимание. Особенно, когда ученые открыли их способность хранить необходимые элементы для развития технологий. Исследования показывают, что некоторые астероиды могут содержать редкие металлы и другие ресурсы, что делает их потенциально экономически выгодными. Это вселяет надежду на то, что человечество сможет не только использовать эти ресурсы, но и строить планы по их освоению. Как и в случае с Луной, астероиды представляют угрозу для наших спутников и других орбитальных объектов. Учитывая обстановку в космосе, травматические события могут нарушить нашу связь с этим миром, усложняя извлечение информации из космоса и телекоммуникации. Поэтому не стоит недооценивать астероиды, даже если их размеры кажутся маленькими. Они могут породить опасности, которые все еще находятся вне сферы нашего контроля. Одним из наиболее беспокоящих вопросов является тот факт, что удар астероида по Луне может вызвать взрыв, выбросивший тонны реголита, что образует обширный кратер. Исследования показывают, что этот кратер может достигать диаметра до километра. Образование кратера приведет к выбросу пыли, которая сможет создать облако в атмосфере, и множество микрообъектов может уйти на орбиту Земли, формируя кольцо из микрометеороидов. Эти последствия могут оказать влияние на Землю. Создание облаков микрометеороидов, возникших в результате удара, может угрожать спутникам и орбитальным станциям, таким как Международная космическая станция, и в конечном итоге повлиять на качество связи. Учитывая, как мир полагается на спутниковые технологии, повреждение систем связи может полностью изменить наш образ жизни. Эффект может быть не только локальным, но глобальным. Неопределенность массы астероида 2024. УГВА Р4 усложняет задачи по отклонению его траектории. Mechanical и физические свойства астероида остаются неясными, что делает оценку необходимой энергии для изменения его курса проблематичной. Особенно важно понять, насколько изменений требуется воздействие. Даже небольшие ошибки могут привести к катастрофическим последствиям.
И подходить к этой задаче следует с предельной аккуратностью. К тому же время на принятие решений очень ограничено, и каждая минута на вес золота. Сложные математические модели и компьютерные симуляции должны подтвердить правильность выбранного курса и оценить возможный риск. Важно работать совместно с мировым научным сообществом, чтобы сосредоточиться на разработке стратегии, позволяющей уменьшить риски. НАСА рассматривает различные варианты воздействия на астероид, среди них и использование кинетического ударника, который может столкнуться с астероидом, предоставляя необходимую силу для отклонения от курса. Другой метод, также находящийся под вниманием – применение ядерного заряда. Этот метод не является новаторским, но требует обсуждения этических проблем и представления широкой общественности возможностей, связанных с ядерной энергией. Однако оба метода связаны с этическими и технологическими рисками. Ядерная реакция для таких целей – очень большие риски, так как существует возможность ошибки в создании ресурса, что может привести к нежелательным последствиям. Научный и этический контексты задачи остаются предметом активных обсуждений. Необходимо будет учитывать не только условия выполнения решения, но и его последствия в долгосрочной перспективе. Подготовка миссии по предотвращению удара включает тщательный анализ траектории, оценку массы и состава астероида, выбор стратегии, моделирование и тестирование технологий. Вся работа требует совместного усилия большой группы ученых, инженеров и экспертов со знаниями в различных областях. Ошибки при оценке могут не только затруднить план, но и привести к негативным последствиям, влияя на проведение будущих операций. На этом этапе важна четкая последовательность процессов. Астрономы должны заняться детальным анализом всего спектра потенциальных возможностей для воздействия на астероид. Более того, сосредоточенность на негативных последствиях, включая возможные разрушения вокруг точки воздействия, также требует особого внимания и тщательной проработки. Если астероид все-таки столкнется с Луной, это создаст кратер диаметром до километра и поднимет облако пыли. Части материала могут уйти на орбиту Земли, формируя кольцо микрометеороидов. Эти объекты создадут дополнительные риски для спутников и орбитальных станций. Современные коммуникационные сети могут оказаться под угрозой, что приводит к возможности потери связи и даже сбоя работы многих технологических систем. Широкое распространение космического мусора из-за потери контроля над материалом может угрожать не только непосредственным пользователям технологий, но и всему миру. То, что сейчас кажется чем-то абстрактным, внезапно станет реальностью, если не применить заранее продуманные меры защиты. Работа ученых и правительств должна быть направлена на предотвращение возникновения такого сценария. Существует много мифов о ядерных взрывах в космосе. Научные исследования показывают, что ядерный взрыв в космосе не вызовет радиационного заражения, как это происходит на Земле. Например, в вакууме космоса нет атмосферы, поэтому радиоактивные частицы, выбрасываемые в результате взрыва, не оставят своего следа. Однако микрочастицы после столкновения могут представлять угрозу для спутников. Также следует уточнить, что энергетический потенциал современных ракет недостаточен для изменения орбиты астероида. Это требует нового подхода к планетарной защите. Ученые должны сосредоточить усилия на исследовании и создании новых технологий, которые способны преодолеть ограничения настоящих методов защиты. Одной из ключевых задач остается международное сотрудничество. Применение ядерного заряда для изменения курса астероида требует согласия между государствами. Наличие таких угроз, как астероид 2024 УГВА-Р4, побуждает международное научное сообщество пересматривать существующие системы защиты от космических объектов. Только совместными усилиями человечество может победить космические угрозы. Научное сотрудничество позволяет не только вместе анализировать данные, но и проводить совместные эксперименты. То, как мир работает вместе в этом направлении, создаст основу для развертывания системы глобального отслеживания астероидов с целью их предотвращения. Обсуждение проблемы обращения с космическими угрозами только начинается, но важно уже сейчас разработать стратегии защиты. Планетарная защита должна стать неотъемлемой частью цивилизации 21 века. Сотрудничество ученых, правительств и международных организаций необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность человечества от возможных космических катастроф. Это не только вопрос выживания, но и вопрос нашей способности объединиться ради общего блага и защиты будущего.